Всем привет, с вами Дори, и сегодня мы с вами обсудим, почему Kudos ставит совместимость в центр Web3. Приятного просмотра! Революция блокчейна продолжает привлекать всеобщее внимание по мере того, как начинает формироваться перспектива децентрализованного интернета без ограничений. Но это будущее нельзя считать само собой разумеющимся. Угроза централизации в пространстве Web3 начала расти, и крупные игроки Web2, такие как Meta, стремятся взять под контроль разработки. В то же время растущая фрагментация криптопространства создает серьезные проблемы. В настоящее время доступно более 10 тысяч различных криптовалют. Согласно CoinMarketCap, 82 из этих валют имеют рыночную капитализацию более $1 миллиарда. Во многих отношениях эти опасности идут рука об руку. По мере роста числа различных протоколов блокчейна и активных криптовалют возрастает потребность в простых централизованных решениях. Чтобы уберечь Web3 от двойной опасности фрагментации и централизации, мы должны принять совместимость в качестве основного принципа, гарантируя, что различные цепочки могут взаимодействовать простым, эффективным и удобным для пользователя способом. Мы можем поддерживать всеобъемлющее единство криптопространства, поддерживая при этом самый широкий спектр инновационных проектов. Самое главное, стремление к совместимости будет означать, что всего этого можно достичь, не прибегая к центральной точке управления. Далее мы рассмотрим некоторые из основных способов, с помощью которых Kudos уделяет приоритетное внимание совместимости на каждом этапе, начиная с технической архитектуры сети и заканчивая постоянно растущим списком крупных партнерских отношений. Мы также рассмотрим, как совместимость поддерживает ряд ключевых вариантов использования технологий блокчейн, особенно в быстро развивающемся мире DeFi. Обеспечение поддержки по всей цепочке. Основным риском, с которым сталкивается криптопространство, является разделение активов по разным цепочкам. Это можно четко проследить по разработкам в пространстве NFT, которые в значительной степени произошли на блокчейне Ethereum. В конечном счете, революционное влияние NFT на цифровую собственность будет ограничено, если рассматриваемые активы привязаны к Ethereum и не могут быть легко переданы в другие цепочки. Это существенно ограничило бы возможности торговли NFT и платформы, с которыми они могут взаимодействовать, что вряд ли является признаком действительно открытого и децентрализованного владения цифровыми активами. Чтобы помочь решить проблему изолированности в криптопространстве, Kudos с самого начала внедрила кросс-чейн поддержку. Как часть экосистемы Cosmos, сеть Kudos может использовать протокол межблочных вычислений. Этот протокол действует как стандарт для взаимодействия между всеми цепочками, поддерживающими Cosmos CDK. Это не только позволяет быстро и эффективно передавать активы в другие цепочки, поддерживаемые Cosmos и из них, но и позволяет создавать приложения для разных цепочек. Сеть Kudos также поддерживает переводы в Ethereum и из него с использованием Gravity Bridge. Gravity Bridge — это блокчейн Cosmos CDK, который решает ключевые проблемы совместимости, вытекающие из определения окончательной транзакции Ethereum. Поступая таким образом, Gravity Bridge гарантирует, что активы из цепочки Ethereum могут быть переведены в Cosmos Hub. Оттуда они могут быть легко распределены по цепочкам Cosmos, включая Kudos. Совместимость и будущее DeFi. Преимущества такого уровня взаимодействия между цепочками особенно очевидны в пространстве DeFi. Перспективы DeFi как революционной альтернативы существующей высокоцентрализованной финансовой системе будут существенно ограничены, если будет трудно или невозможно выполнять межцепочные транзакции или разрабатывать dApps, которые обеспечивают межцепочную совместимость. Это особенно относится к более продвинутым вариантам использования, таким как кредитование в режиме реального времени между различными сетями. Действительно, как отмечалось раньше, мы уже видели, как централизованные решения этой проблемы, связанные с хранением, появляются в пространстве DeFi. Такое развитие событий угрожает подорвать само обещание децентрализованного финансирования.
Кроме того, наличие решений для сквозной разработки позволяет использовать модульный подход к созданию DApps. Это означает, что DApps могут сочетать в себе специфические преимущества различных цепочек, такие как, например, децентрализованные ресурсы облачных вычислений, которые будут предлагаться через сеть CUDAS. Этот тип модульности станет ключом к полному раскрытию потенциала DeFi в качестве преобразующего перехода от доминирующих в мире централизованных финансовых структур, установления ключевых партнерских отношений. Мы не только стремились встроить совместимость в техническую архитектуру сети CUDAS, но и стремились установить партнерские отношения в криптопространстве с организациями, первопроходцами, разделяющими наши ценности. Мы признаем, что совместимость зависит от коллективного стремления к открытым взаимосвязанным решениям. И именно поэтому мы были заняты налаживанием значительных постоянных связей с наиболее релевантными проектами. Например, в декабре мы объявили о партнерстве с Glitter Finance, компанией, внедряющей инновационные решения для гроссчейна, для поддержки разработок в DeFi. Мы также приступили к захватывающему сотрудничеству с блокчейном Ethereum, позволяющему разработчикам в их сети использовать вычислительные ресурсы, предоставляемые CUDA Compute. Это важный шаг на пути к предоставлению децентрализованных возможностей хостинга для DApps, без которых в будущем разработкам Web3 не будет по-настоящему децентрализованной основы. Дорогие друзья, всем огромное спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!